Здравствуйте! Если ваша герань вдруг замерла в росте и перестала цвести, это видео для вас. Я расскажу о проверенной натуральной подкормке, которая буквально возвращает растение к жизни и запускает пышное цветение уже в июне. Знаете, как бывает? Цветет себе герань с весны, радует глаз, вырастает пышное, листья зеленые, соцветия яркие, и вдруг в июне словно кто-то выключает свет. Рост останавливается, цветение сходит на нет, а иногда даже появляются пятна на листьях или края начинают подсыхать. И вроде бы и полив правильный, и свет есть, и сквозняков нет, а герань будто подустала. Знакомо? Вот именно с таким июньским капризом я столкнулась несколько лет назад. Причем не с одной геранью, а с 3 разными. Розовой, бордовой и моей любимой белой, которая у меня уже лет 7. Все они вдруг начали затормаживаться. Как будто силы у них закончились. И знаете, я тогда поняла, весенняя подкормка – это хорошо, но июнь – это уже совсем другая история. Растение вступает в пору активного цветения, и у него другие потребности. И если их не учесть, можно потерять ту самую красоту, которую с таким трудом вырастили. В июне герань нуждается в особом питании, которое даст ей не просто рост, а именно силу для цветения. Это как у нас с вами. Можно поесть чего-нибудь сытного и вроде бы наелась, а энергии нет. А можно съесть то, что дает заряд на весь день. Вот и герани нужна именно такая энергетическая подкормка. Я перепробовала несколько вариантов. Некоторые не дали эффекта вообще, а от одной герань даже сбросила цветы. Видимо, переборщила с азотом. Но один рецепт дал такой результат, что я теперь именно его использую каждое лето в июне. Причем не только для герани, но и для петуний, и даже для розы в горшке. Итак, делюсь рецептом, который стал для меня настоящей находкой. Он абсолютно безопасный, доступный и, главное, работает. Сначала я коротко назову компоненты, из которых готовится подкормка, а затем все важные особенности ее правильного приготовления. Это будет одна подкормка, в основе которой 3 компонента. Я почти уверена, что вы уже слышали о каждом из них по отдельности. Но именно в таком сочетании вместе они дают особый комплексный эффект. Это как если соединить 3 ноты в аккорд. Звучание становится полное, насыщенное и глубже. Первое. Настой крапивы. Это мощнейший источник калия, железа, магния и витаминов. Он помогает нарастить зеленую массу, но не за счет азота, а благодаря сбалансированному составу. Очень мягкое и умное питание. Второе. Банановая кожура. Природный источник калия и фосфора. Она помогает закладывать бутоны и продлевает цветение. Третье – настой древесного угля. Если в мае мы использовали золу, то в июне уголь работает как мощный природный сорбент. Он очищает почву, помогает бороться с закислением и в то же время обогащает почву микроэлементами. Готовится все просто. Первое. Беру чистую литровую банку и кладу в нее свежую крапиву. Наполняю банку примерно на треть. Очень важно, чтобы крапива была молоденькая, еще не огрубевшая, с ярко-зелеными листьями и без семян. Именно такая содержит максимум полезных веществ. Если крапива уже начала цвести или переросла, она даст гораздо меньше пользы. Я стараюсь собирать ее либо рано утром, либо в пасмурный день. Тогда она особенно сочная и не вянет сразу после среза. Собираю только в чистом месте, подальше от дорог и пыльных тропинок. Все-таки мы делаем питание для наших зеленых любимцев, и оно должно быть максимально экологичным. Второе. Добавляю кожуру от 1-2 спелых бананов. Стараюсь выбирать без черных пятен, но уже мягкие и ароматные. Кожуру обязательно тщательно мою под теплой водой, чтобы смыть воск и возможные консерванты. Затем нарезаю ее как можно мельче, чтобы полезные вещества, калий, фосфор и магний, быстрее перешли в настой. Эта кожура – настоящий кладезь микроэлементов, который как раз и стимулирует образование новых бутонов у герани. Чем мельче нарежете, тем активнее и насыщеннее получится подкормка. Третье. Бросаю столовую ложку толченого древесного угля. Это может быть древесный уголь, оставшийся после костра, или дров в печке. Главное, чтобы он был чистым, без копоти, химии и мусора. Я предварительно его измельчаю в ступке или просто раскалываю молотком, а потом просеиваю через ситечко, чтобы не попадались крупные куски. Уголь действует как природный фильтр. Он очищает почву, нейтрализует токсины и помогает полезным веществам лучше усваиваться. А еще он обогащает субстрат микроэлементами, делает его более рыхлым и здоровым.
Если нет натурального угля, можно использовать активированный. В этом случае я измельчаю 5 таблеток и добавляю в настой. Уголь также прекрасно работает, особенно если герань стоит в помещении, а не на улице. 4. Аккуратно заливаю все теплой водой, не горячей, и тем более не кипятком, чтобы не убить полезные вещества в крапиве и кожуре. Вода должна быть примерно 35-40 градусов, чуть теплее комнатной температуры, как для полива домашних растений. Заполняю банку почти доверху, оставляя пару сантиметров до края, чтобы настой мог дышать и не перелился при настаивании. Ставлю банку в теплое, но темное место. У меня это кухонный шкаф. Там нет прямого света и температура стабильная. Настаиваю ровно сутки. Этого времени достаточно, чтобы все полезные вещества успели перейти в воду, но смесь не начала бродить или киснуть. Через день я аккуратно процеживаю настой. Сначала через крупное сито, чтобы убрать основные остатки крапивы и кожуры, а затем через марлю, сложенную вдвое, чтобы получить максимально чистую жидкость без мелких частиц. В результате получается темный, густой на вид, но мягкий по действию настой. Настоящий эликсир для герани. Дальше обязательно развожу его водой в пропорции 1:5. Это значит 1 стакан концентрата на 5 стаканов чистой, желательно отстойной воды. Такая концентрация самая безопасная. Она мягко питает корни, не обжигая их и не перенасыщая почву. Поливаю всегда строго под корень, стараясь не попадать на листья, чтобы избежать ожогов от возможных остатков угля. Лучше всего делать это утром, когда почва еще прохладная и может спокойно впитать питание. К тому же растение за день успевает усвоить все полезное, а не остается с влажной землей на ночь. После полива я обычно немного рыхлю землю. Это помогает воздуху проникнуть к корням, и растение откликается на такую заботу буквально через пару дней. После такой подкормки мои герани буквально оживают. Через несколько дней листья становятся гуще, цвет насыщеннее, появляются новые бутоны. А еще, как ни странно, уходит эта странная усталость растения. Оно как будто снова улыбается. Очень рекомендую не ждать, пока герань сама сообразит, что ей пора цвести. Лучше дать ей мягкий толчок, как добрый совет подруги. «Пора, милая, твой звездный час». Поверьте, она откликнется. Но, конечно, и без нюансов не обойтись. Важно, чтобы крапива была собрана в чистом месте, без пыли и дорог. Банановую кожуру лучше использовать только хорошо промытую, а лучше от органических бананов. А уголь – это вообще мой универсальный помощник. Он у меня и в дренаж идет, и в подкормке. Если вы никогда не пробовали эту смесь, очень советую. Это натурально, просто и почти ничего не стоит, а результат как от дорогих удобрений. Я в этом году даже эксперимент устроила. Одну герань кормила только этой смесью, а другую – магазинным удобрением. Разница? О да, моя смесь дала более устойчивое цветение, цветы были крупнее, а листья не жирели. А еще один очень важный совет именно для июня. Обязательно проветривайте помещение, где стоит герань, особенно в жаркие дни. Но делайте это аккуратно, без резких сквозняков. В начале лета герань особенно чувствительна к застою воздуха и повышенной влажности. Легкое движение воздуха помогает избежать загнивания у корней, предупреждает появление плесени и грибка. А чтобы улучшить циркуляцию воздуха вокруг самого горшка, я ставлю его не прямо на подоконник или поднос, а на небольшую решетчатую подставку или пару ровных деревянных палочек, положенных крест-накрест. Это чуть приподнимает дно горшка над поверхностью, создавая прослойку воздуха. Такой простой прием помогает избежать накопления влаги снизу, особенно если поддон остается мокрым после полива. Герань с такой вентиляцией у корней чувствует себя гораздо лучше, и это заметно по ее внешнему виду уже через несколько дней. Июнь – это самое начало лета, время, когда природа набирает силу, и каждое растение готово радовать нас по-настоящему. И если вы хотите, чтобы ваша герань не сбавляла обороты, а только набирала красоту, побалуйте ее этой подкормкой. И напоследок. Я всегда говорю, растения чувствуют к нему отношение. Подкормка – это не просто питание, это забота, это внимание. И это энергия, которую мы передаем через руки, через воду, через каждый листочек. Поэтому, когда поливаете, мысленно говорите: «Ты у меня красавица, ты заслужила». И она в ответ порадует новыми цветами.
Попробуйте и обязательно напишите потом, как отреагировала ваша герань. Мне всегда интересно читать ваши истории. А если будут вопросы, пишите в комментариях. Я читаю все и стараюсь отвечать. Ну и как всегда, если видео оказалось полезным, не забудьте подписаться. Мы с вами не просто про цветы говорим, мы делаем наш дом живым. А это, поверьте, дорогого стоит. До встречи в следующем ролике. Пусть ваши цветы будут счастливы.